Смарт-часы со стильным дизайном, качественными материалами, ярким AMOLED-экраном с технологией Always On Display, функции автоматического измерения пульса, кислорода в крови, уровня стресса и мониторинга сна, измерение температуры кожи, динамик, микрофон для возможности разговаривать прямо с часов. Также данная модель может работать на одном заряде до 14 дней и имеет водонепроницаемость 5 атмосфер. Обо всем этом можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Watch S1 Pro глобальной версии. На китайскую версию обзор у меня уже был на канале. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам расскажу. Распаковка. Устройство поставляется в черной продолговатой коробке. Коробка пришла слегка помятая, но само устройство осталось целым, что очень хорошо. На коробке есть название модели и краткая информация. В комплекте мы имеем, разумеется, сами смарт-часы, магнитную неразборную зарядную базу без пинов и документацию. Часы включаются зажатием кнопки, габариты средние 46 на 46 на 13 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на этот YouTube канал, вы этим очень сильно поможете проекту. Я знаю, вы смотрите и не подписаны, потому что поисковый объем по тегу польза.нет очень-очень большой. Кто разбирается, можете проверить. Телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного, особенно во время распродаж. И не только. Около полугода назад я обозревал китайскую версию данной модели. В этом обзоре мы кратко пробежимся по основным характеристикам, а также я расскажу, появились ли изменения в работе устройства. Разумеется, и русский язык появился, основные изменения. Внешне смарт-часы такие же, как и китайская версия. Да, и в целом по остальным моментам они такие же идентичные. В этот раз я заказал S1 Pro с классическим кожаным ремешком, чтобы было что-то другое. В прошлый раз был, как вы помните, из силикона. Охват запястья от 135 до 205 мм. Ремешок быстросъемный, шириной 20 мм. Качество ремешка хорошее. Он не натирает и запястье под ремешком не потеет. Что касается удобства при носке, то S1 Pro в этом плане хороши, но ремешок из TPU больше мне понравился. На корпусе расположили краткую информацию, магнитную область для зарядки, динамик, микрофон и датчики мониторинга здоровья. Все как у всех. Из датчиков на борту датчик сердечного ритма с датчиком уровня кислорода в крови, акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик атмосферного давления, датчик окружающего освещения и датчик температуры. Пульс работает в авторежиме с периодичностью минимум в 1 минуту. SPO2 и измерение уровня стресса работают также в автомате, но только при нахождении в состоянии покоя. Разумеется, измерять все вручную тоже можно. Температура кожи измеряется вручную. Результаты измерения как были с минимальной погрешностью, так и остались. Сон мониторят часы корректно, как и все фазы сна, а также краткие периоды дневного сна. Плюс за то, что весь мониторинг здоровья можно настроить прямо с часов. На боку расположили одну обыкновенную механическую кнопку и одну кнопку колесика. Верхняя кнопка колесика отвечает за переход к меню возврат, а также за вызов голосового ассистента Alexa, которая большинству из нас не нужна. Также данной кнопкой, как вы могли догадаться, можно перемещаться по интерфейсу, прокручивая ее. Нижняя кнопка отвечает за переход к тренировкам. Повесить переход к другому приложению возможности есть, и это хорошо. В приложении также можно назначить экстренный номер, и 3 нажатиями на нижнюю кнопку совершается вызов по этому номеру, в случае чего. Летим дальше. Здесь установлен AMOLED-экран на 1,47 дюйма с разрешением 480 на 480 пикселей, с сапфировым стеклом и покрытием против отпечатков пальцев. Оно, конечно же, сотрется, но не скоро. Рамка не громадная, цветопередача приятная и насыщенная, никаких проблем в отображении различных цветов у меня нет. Анимация плавная, как и скроллинг, но хочу отметить, что свайп слева направо для возврата очень плохо работает, лично у меня. Интерфейс доступен на русском языке с хорошим шрифтом. Яркость 600 нит, чего достаточно даже для использования смарт-часов на солнце. Яркость регулируется кольцевым ползунком, автояркость на борту, и работает она корректно. Время до отключения экрана максимум 5 минут, Always On Display на борту. Работает он по расписанию или в смарт-режиме. Лучше в смарт-режим, разумеется, ставить. На выбор 4 стиля Always On Display, а также есть циферблаты со своим AOD, что круто. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно, как и накрытие ладонью для выключения экрана и двойное касание для включения экрана. На смарт-часы можно установить 6-значный пароль или режим «Не беспокоить по расписанию». Далее по свайпам все по-старому. Из минусов отмечу, что в панели быстрого доступа нельзя отрегулировать яркость, приходится заходить в настройки. Напоминаю, что у смарт-часов есть музыкальный плеер для регулировки и управления воспроизведенной музыкой на смартфоне. Но вот загрузить музыку на сами смарт-часы в стоке возможности нет, что странно является минусом. Из интересного есть диктофон и удаленная фотосъемка, которая работает корректно, дыхательные тренировки, женское здоровье, атмосферное давление, высота, компас и фонарик. Секундомер по-прежнему не работает в фоновом режиме, а калькулятор можно загрузить через приложение.
отслеживания. Но на этом все. Больше нет никаких приложений, которые я бы смог установить. Разумеется, в Китае их больше, в китайской версии. Нам от них толка не будет. Летим дальше. Интерфейс MIUI Watch версии 1.0, Bluetooth версии 5.2. Не самый последний, но и не самый старый. Подключить наушники возможность есть, но по большому счету смысла в подключенных наушниках нет. И нагрудный датчик подключить нельзя. NFC-модули в наличии, а поддержки российских карт нет. Тренировок на борту более 100 видов, в которые входит отслеживание плавания тоже. Автоопределение тренировки есть, как и напоминание об активности. Шаблоны для бега и не только. Двухдиапазонный GPS на борту и местоположение часы определяют около 10 секунд. Карты строятся неплохо, отклонения есть, но незначительные. Шаги измеряются с небольшой погрешностью. Загружать маршрутные часы нельзя, пользоваться музыкальным плеером во время тренировки можно, и круто, что сама тренировка может работать в фоновом режиме. Далее, на входящий звонок можно ответить или сбросить его. Звонки происходят через Bluetooth соединение, быстрых ответов, к сожалению, нет, с обновлениями так и их не завезли. И это прям эпичный фейл. Разговаривать через часы удобно, микрофон, как и динамики, отрабатывают отлично. Вибромоторчик хороший, силу вибрации настроить, разумеется, можно. Уведомления приходят моментально, но отвечать на них нельзя, и быстрых ответов тоже нет. Иконки приложения отображаются корректно, как и смайлики, и летим дальше. Емкость аккумулятора 500 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 40 минут. К слову, данная модель поддерживает беспроводную зарядку. S1 Pro можно заряжать от большинства беспроводных зарядок стандарта Qi. По моим тестам, время автономной работы достигает 4 суток. Но если отключить все ненужные функции, то они могут прожить гораздо дольше. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер, смарт-часы не боятся воды, с ними можно плавать, и не только. Также есть функция продувки динамика, но я не рекомендую с ними ходить в баню или плавать в соленой воде. Приложение Mi Fitness подключаются часы быстро, но обновление мне не прилетало. По всей видимости, уже была установлена последняя из доступных версий. В приложении Mi Fitness есть 4 основные вкладки, такие как здоровье, тренировка, устройство и профиль. В настройках смарт-часов все стандартно, есть магазин циферблатов, и на выбор их немного. Но можно установить любую фотографию на заставку, а также я наткнулся на один, через который можно переходить к другим приложениям. Также есть настройки мониторинга здоровья. Минусы. В глобальной версии убрали подключение по Wi-Fi, очень скромный магазин с приложениями, цена однозначный минус, так как по функционалу они как браслет, притом где-то даже проигрывают, стоят как топовые смарт-часы. На данный момент не нашел возможности устанавливать сторонние циферблаты, нет возможности подключить eSIM, нет возможности подключить нагрудный датчик, ненужный на данный момент NFC-модуль, напишите, может быть, вы нашли ему применение. И подключение Bluetooth наушников. Нельзя загрузить маршрут, нет быстрых ответов, нет клавиатуры, секундомер не работает в фоновом режиме, и, как по мне, еще очень много можно всего перечислять. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео, тихо ужаснуться и посмотреть на другие часы на канале, потому что умных часов у меня хватает, и есть много всего прямо достойного. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале скидок, там много всегда хороших предложений. Если вы смотрите канал и не подписаны, огромное спасибо, если подпишетесь. Всем, кто оставит комментарий больше 5 слов, знайте, вы помогаете проекту. Пишем, кстати, хотите ли вы новый топ смартфонов на Snapdragon Gen 2 и новый топ по часам и наушникам. К слову, недавно я выгрузил топ смартфонов Xiaomi, и они не бюджетные, возможно, обновлю топ смартфонов Xiaomi в бюджетном сегменте, потому что логично, что из топ-10 смартфонов Xiaomi все смарты являются ценой выше, чем средний класс. Резюмирую, умные часы Xiaomi Watch S1 Pro Global про дизайн и качественные материалы, но точно не про обширный функционал. Я ожидал с момента моего первого обзора на данные часы, что производитель допилит хотя бы некоторые стандартные моменты, но нет. Девайсу от меня прямо очень скромная «да», допустим, если вам их подарили. Или вы хотите подарить что-то именно фанату Xiaomi, потому что за те деньги с большим функционалом можно найти огромное количество умных часов. Еще раз огромное спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.